Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Давайте сегодня разберем такую тему. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Друзья, огромное спасибо за ваши подписки. Кто новенький зашел, подписывайтесь. На канале включена монетизация. Можете заходить, супер лайки, там супер наклейки. Участвуйте, делитесь. Я вам буду за это благодарна. А мы давайте приступаем. Я взяла две колоды карт, как всегда, Ленорман и Таро. Давайте смотрим. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. И чем сердце успокоится? Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. И чем сердце успокоится? Стучит, гремит, дверь открывает, стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. И чем сердце успокоится? Смотрим. Первая карта. Стучит. Ну вот, стучит. Ваш дом. Что-то или кто-то придет в ваш дом. Так как здесь король червей, здесь в ваш дом могут поступить деньги или человек, мужчина. В ваш дом идет мужчина. Здесь может быть не только это, можете в ваш дом идут деньги, может вы хотите продать недвижимость, это тоже может быть сделка. Может, вам осталось от бабушки, от родителей, вот дом в деревушке, и вам нужно его продать. Вот, и вы можете, вот, может быть сделка. Мужчина, может прийти деньги. Давайте посмотрим. Стучит. Что стучит в дом? Как у кого получится? Кто хочет купить дом, купит. Кто хочет переехать, переедет. Кто планирует ремонт, вот в доме, может, наследство придет. Если хотите, вот, купля-продажи, тоже может состояться. Если вы ждете мужчину в свой дом, может быть знакомство. У некоторых может быть ремонт, да, чистка дома. Ну, чистка дома я имею в виду уборка. Может, действительно вам от кого-то остался дом, и вы генеральную уборку будете делать, ремонт, уборку. Вас будет это очень радовать. Наконец вы поймете, что да, я этого хотела, я этого дождалась. И благодарю высшие силы за то, что мне этого подарили. Этим пользоваться. Здесь что-то лично для женщины, видите? Женщина, ну если мужчина меня смотрит, это может быть, что знакомство с человеком, которого вы пригласите жить в свой дом. Наконец вы скажете, вот, наконец у меня в доме чистота, порядок, я встретился с хорошей женщиной, и я заведу ее в свой дом. Она будет хозяйка этого дома. Если меня смотрит женщина, здесь, да, здесь вы будете рады. Здесь как подарок Вселенной. Вот что вы хотели, что вы ждали, вы будете радоваться, вы будете наслаждаться этим. И вы будете благодарить высшие силы, что подарили вам эти блага, потому что вы этого хотели. Что-то очень хорошее идет в ваш дом. Расчищен путь к вот этой радости и солнцу. Да, расчистен путь. Давайте посмотрим. Стучит. Что еще стучит вот в ваш дом? Лично для вас. Ну, солнце, и вы здесь, вот здесь вы, может, вам что-то не получалось, видите, немножко такая, ну, сум такой берет,
Да, хорошо себя как будто и чувствует, и замечательно, и все. Но что-то не радовало. Наконец, солнце всходит над вами. Дорога видна, дорога расчищена. Никто вам не мешает, никто вам не может навредить. И ваш дом вот будет приобретать какие-то положительные позиции, и вы будете этому рады. Выше я говорила, что это может быть, как у кого проиграется. Так, давайте посмотрим, что Таро здесь нам еще подскажет. Ваши мечты сбываются, видите, солнце на Ленорман, а на Таро звезда. Наконец завершено. Завершено что-то. И, как я и говорю, вы будете видеть, наконец я получаю то, что я себе запланировала. Наконец ваши мечты будут сбываться. Наконец ваши дороги расчищены, свободны. Может быть, если вы планировали куда-то еще и поехать, переехать, может быть, что вы хотите продать дом, поехать, мечта сбудется. Наконец оно сдвинется с мертвой этой точки. Дом, вы можете получить за него деньги, что вам нужны, вы продадите, и карта мир, завершите эту ситуацию по звезде «хочу переехать куда». Это может быть тоже карта мир, поехать по где-то в другой вот, и вы в семерке, вы наконец поймете. Может, вы думали, я себе запланировала, но не получалось. Наверное, неправильно я как-то что-то запланировала, потому что не получалось у меня. Семерка мечей, семерка кубков. Мои планы иллюзорные. Понимаете? Вот, может, вы уже и какое-то, вот, как я и говорила, там женщина запланировала, а не получалось. И вот здесь карты нам говорят, что вы, может, себе уже успокоились и сказали, ну, наверное, я высокую планку взяла, или что. И это как самообман. Что-то, какие-то планы, они очень высоко. Почему я говорю? Потому что звезда это высоко. И вот императрица сидит, вот запланировала семерка мечей. Это хочу добиться. Императрица всегда в спокойствии и добивается. Она планирует себе, например, на год или как, вот, я хочу этого достичь, этого и этого. Но здесь, видите, карта говорит, карта звезда, семерка мечей, семерка кубков. И вот вы уже как будто успокоились и подумали, ну, наверное, это не получится. Наверное, я взяла высокую планку и сама себя обманула. Ладно, а здесь начнется уже вот по звездочке, каждая по вот этому кубку и по звездочке будет вам приносить уже результат, и вы будете этому рады. Вы будете, да, было тяжело, видите, было тяжело, и вы думали, что нет, это невозможно, и вы как-то уже это и отбросили. Да, может, вы и занимались чем-то, и не оставляли это, но как-то уже не верили, потому что вот карты и показывают семерки, самообман. Наверное, я неправильно спланировала, наверное, я взяла высокую планку. И вот такая ситуация, что мне не получится достичь результата и его как-то увидеть. Нужно что-то другое. А здесь начнется сбываться ваши мечты и будут радовать. Солнце, звезда, прекрасно, карта мир, карта дома, и это все идет к вам. Женщина там у нас вышла, а здесь императрица. Все, наконец вы будете получать результат. Гремит. Что гремит? Вот гремит уже. Много будет встреч, много будет разговоров, с кем-то будете общаться, будут выходить к вам на связь, будут или вы к кому-то на связь. Это общение. Много будет общения. Ну, тоже не исключаем, что вы кому-то тоже интересны.
могут и за спиной что-то говорить о вас. Это тоже карта птицы. Как вы можете общаться с людьми, в вашу жизнь будут входить новые люди, вы будете как-то вот контактировать с ними, много общения. Так и не исключаем птицы, что за вашей спиной могут тоже говорить о вас. Вспоминать, говорить. Давайте посмотрим, что это такое. Минимум 3 человека. Это, как я и говорю, можете быть вы и еще 2 человека, или каких-то 3 человека могут о вас говорить. Давайте посмотрим. Можете вы обсуждать какую-то дорогу обсуждать с кем-то. Вот может, вот как здесь, или вы хотите продать дом, или купить, вот, и может быть вот эта сделка, и вы будете это обсуждать. Да. А может, у вас это получится, и вас кто-то будет. Ну, есть и такое, правда? Карта букет. Карта крест. Карта башня. Общество, да. Здесь, скорее всего, вас будут. Будут как будто вас, ты смотри, как у нее все получается, как немножко зависть такая. Как будто все сыпалось, как будто ничего не получалось, как будто вот как никаких изменений у нее не было. Это, видите, птицы и карта сад. Это люди из вашего окружения, люди из вашего общества здесь. Ну, вы будете понимать, кто. К вам будут доходить эти слухи. И, наверное, потому что здесь карта сада вот такая красивая, и здесь, наверное, вы будете немножко уже рассеивать и отсеивать тех людей. Вы будете меньше доверять им, и будут изменения и в вашем обществе. Вот, будут говорить, что смотри, букет, и у нее все начинает получаться, у нее все расцветает. Вот, ну, вы проходили кармическую ситуацию, да, там и нам показала десятка жезлов, был трудный путь, и карта крест, и карта башня, все валилось, но не до конца не развалилось. Вы умели это поддержать, вы умели это балансировать. Да, где-то оно сыпалось, конечно, потому что это жизнь. Но здесь шла помощь Всевышнего, здесь, может, и родовая отработка была. Ну да, видите, карта Луна. Это, может, было что-то из-за мужчины. Понимаете? Вот такая ситуация. Мужчина, может, вас обманывал, или как там еще, и развалилась вот стабильность. Посыпалось это все было. Посыпалось. Если вы ждете мужчину, будет какая-то новость. Если вы в разлуке с мужчиной на расстоянии, и мужчина как-то, вы не понимали, или это уже все, может, действительно вы планировали, что у ваш дом, вы совместно, вам предложит мужчина руку и сердце, вы его знали, будут у вас перемены, но как-то никак, мужчина в Луне был, никак не мог, ну и вы отстранились и думаете, наверное, я себе вот поэтому, видите, обманула сама себя. Я хорошенько не разобралась в этом мужчине. И здесь идут изменения, и все рушилось. Вы думали, что он вам по судьбе, но этот крест тяжелый для вас был, понимаете, с этим мужчиной. Вы не понимали. Вы себе нарисовали, что вы будете императрицей, что вы будете, и потом разочаровались. Потому что не произошло, чтобы было, может, вы и жили, но как-то всегда было не то, что вам нужно было, чтобы вы были императрицей. Может, мужчина вот в Луне был и не разобрался в своих чувствах. Так здесь вот идет, вот может мужчина
У мужчины сейчас как будто все сыпется. Понимаете? Видите, мужчина, луна. Если это было когда-то у вас, теперь мужчина на это смотрит. Карта мужчины, карта луна, башня, крест. Как будто какая-то отзеркаливание идет. А у вас все получается. И может мужчина с кем-то говорить о вас. Мужчина идет к птицам. Может говорить, она такая красивая, она такая хорошая. У нее новое общество, она цветет и пахнет. И может с кем-то насчет вас говорить. У нее огромные перемены. Да, она улетела, она ушла. Я остался один. Теперь у меня все рушится, у меня все валится, у меня ничего не получается. Вот, понимаете? И здесь может быть такое, что мужчина размышляет. Мужчина размышляет. Трудности, да, трудности у мужчины. Он разговаривает, там участвует в этом разговоре женщина какая-то, вы ее знаете. И он говорит, как бы было хорошо, чтобы опять воссоединиться, опять это все вернуть, опять изменить это все. Он бы этого хотел. И как-то он смотрит в дорогу. Он смотрит в дорогу, насчет этого говорит с кем-то, с какими-то людьми. Там еще присутствует женщина в этом разговоре. И карта аисты. Он идет с аистами. Может, эта женщина ему говорит, ну тогда вот встреться с этой женщиной, поедь к ней, поговори с ней. Может такое быть. Поедь к ней. Потому что здесь выходит аисты дама мечей. Это дама, которая умная женщина, может давать советы. И там у меня вышла карта женщины, умная женщина, которая дает мужчине советы. Он как будто в луне запутался, говорит вот с людьми, он и еще два человека, видите. И она как будто говорит, ну тогда собирайся и полети, поговори. Соберись, полети, поговори. Видите? И здесь он в обществе, которое ему не нравится. Возле него люди, которые ему не очень нравятся. Подбери к ней ключик, иди, возвращай. Что-то серьезное предложи ей. Разреши эту ситуацию. Вот с кем-то он разговаривает, и ему дают советы. Так что о вас говорят. Это о вас говорят. Мужчина говорит с кем-то о вас, потому что у него, если у вас, вы себе запланировали были, что встреча с этим мужчиной, и вы будете вместе строить свою семью, и это вы не увидели результата, и потом видите, и вы пошли в семерки, говорите, нет, ну я себе нарисовала, я сама себя обманула, я не разобралась в этом человеке, значит, нет, он не мой. А здесь видите, и все у вас сыпалось. Нет, это не мой человек. И вы отстранились. И теперь у вас все налаживается, а сыпется все у него. Вот и вот как-то так. Такая ситуация. Давайте так, гремит. Что гремит? Давайте посмотрим еще, что здесь птицы. Что нам еще здесь Таро скажет насчет птиц. Что нам скажет Таро? Заканчивается вот эта борьба, заканчиваются вот эти страхи, закончилась эта тяжелая ситуация. Все. Вот десятка жезлов,
десятка мечей, девятка мечей, пятерка жезлов. Вот эти соревнования, вот эта головная боль, вот эти ненужные мысли, вот эта тяжесть вся закончилась. Закончилась. Все. Да, вы прошли это. Вы это прошли с достоинством. Вы с достоинством этот путь вы с достоинством прошли. Да, и идете в то, что видите, и это люди видят. И идете в радость, в новое, в эмоции, в радость, в новые знакомства, в новые разговоры, новые люди в вашу жизнь, новые какие-то планы, новые хобби, то, что вам будет нравиться. Вы в это идете. Новый путь радостно-эмоциональный, который будет наполнять. Ну, конечно, начинаем с мелкого, потому что это новизна, это новое, и вы будете это уже чувствовать, видеть и радоваться. Как я и там говорила, что вы будете, ну неужели? А я думала, что это уже, что я за высокую планку взяла. Нет, и вы будете это анализировать, потому что наконец будет вот это к вам, это то, что вы запланировали, будет входить уже к вам и в ваш дом. Вы победили, вы достойно прошли этот путь. Он завершается, вы выходите, и люди это видят, понимаете? И об этом вот говорят птицы. Да, тяжело было ей, но она эту тяжесть прошла. Она ее победила, потому что человек уверенный, женщина, императрица уверена была в себе. И она вышла с этого похода. Вот. И говорит, у нее все хорошо. Да? Видите? Да. Если было вот удары какие-то, разбитое сердце, может даже если и немножко и чувствовали сердечко, и болело, может давление, девятка мечей и сердце, это может быть повышение давления, потому что тяжелая была ситуация, переживали, тогда это все уже будет вставать на место, уже будет радовать. Да, уходит это все, уходит это все. Потому что вы на правильный путь стали, вы отбросили это то, что вы поняли, нет, это уже не работает. Лучше я все свой ресурс буду на себя тратить. Я не буду да, не буду никому помогать. Я не буду никого ничего доказывать, просить и никому не буду помогать. Потому что пошел дисбаланс. Вы давали, но вы ничего не получали. И вы истощали себя. Не было подпитки, не было радости. Был, наоборот, упадок сил. И вы это поняли. Вы разобрались. Нет, что-то не то. Я себя, может, и плохо чувствую. Как я и говорю, тройка мечей, девятка мечей. Я плохо себя чувствую. У меня энергия на убыток идет. Меня не пошел дисбаланс, потому что я помогаю, а не получаю. И вот здесь вы почувствуете, что и силы прибавляются, и как-то вот эмоционально вы более чем радостны, вы улыбаетесь, вы будете себе нравиться, даже в зеркало станете. Ну да, я и красивая. А что? А я красивая. Так, стучит, гремит, на порог ступает. На порог ступает карта лиса. Какая-то лиска на порог ступает. Или лис. Давайте посмотрим. На порог ваш кто-то хочет к вам прийти. Все-таки кто-то ищет путь к вам. На порог ступает. На порог ступает кто? Лиса. Это не то, что может быть как враг.
Это может кто-то ищет, например, тот же мужчина, ищет путь к вам, чтобы на ваш порог вступить. Вот, понимаете? Вот как мы там видели, я говорила, что с кем-то он общается, кто-то ему может как-то что-то и советы дает, вот разрабатывает стратегию, чтобы к вам прийти, приехать, постучать в вашу дверь. Но тоже не исключаем, что может быть и какая-то, видите ли, лиса, которая, ну, что-то хочет узнать у вас, вынюхать у вас, еще что-то. Давайте посмотрим, что это. На порог ступает лиса. Что это? Что? Какая? Или какой? Или лист? Или лиса? Или, может, у вас уже будет чуйка, и вы на порог не пустите. Если какая-то лиса, а это вы лиса, я больше в жертву не попаду. У меня нюх и уши хорошо работают, я уже разбираюсь. В свой дом на порог я никого не пущу. Может и такое быть. Из прошлого. Кто-то из прошлого, друзья. Смотрим дальше. Видите, опять хочет приехать. Кто-то хочет к вам, вот намечает дорогу. Намечает путь. Ну и там нам, что мужчина, кто-то ему советует поедь. Карта дерева. И знания. Здесь змея и книга. Змея и книга здесь не как враг. Здесь идет знание. Здесь идет знание. Знания. Вот здесь. Еще одна карта. Угу. Вы человек, это вы, змея и книга. Как я и говорила, вы поймете, с чем идут в ваш дом, на порог. Вы поймете. Кто-то вот ищет дорогу к вам, как к вам подойти на ваш порог. Лиса – это как ищу путь. Кто-то из прошлого. Вот дорога опять. Но здесь, как я и говорила, вы будете понимать уже, впускать или не впускать. С какими целями этот человек пришел. Но человек идет с очень хорошими целями. Карта дерева и карта сердца. Видите? Вы этому человеку дороги. Вы ему дороги, и вы это поймете. Змея и книга, вы поймете это. Это знание. Вам будет какая-то даже подсказка откроется, потому что, видите, змея открывает, это знание открывает для себя что-то. Это знание. Это как, может пойдете к эзотерику, может, к астрологу, это может быть, и вам откроет. Или это вы сами. Или это вы сами. Но видите, здесь вот и корабль, и дерево из прошлого, вот здесь вот такая ситуация, и карта сердца. Вы на сердце у кого-то, кто-то вас не забыл, кто-то о вас думает, и вы это ценность, видите, сердце ценное, такое старовинное. И вот у вас наоборот думает, вот кто-то ищет вот этот путь к вам. Человек, который хочет здоровых с вами отношений. Вы видите у него на сердце.
Вы этого человека на сердце. И вы его знаете, потому что карта тучи. Это прошлое. Это прошлое. Давайте посмотрим, что хочет нам сказать Таро. Еще подскажет. Что нам Таро подскажет? Что на пороге? Что на пороге? Король. Король Пентаклей. Мужчина. И опять дорога. Если мужчина раньше выбрал свободу, он выбрал раньше, видите, ушел, отбился, выскочил и выбрал девятку кубков свободу. Наконец он понял, видите, дорога, тоже лиса ищет дорогу, я вам это говорила, и корабль, путь. И опять выходит путь, лодка, путь. Выходит мужчина из этого удобного состояния, надоело ему, уходит с девятки кубков, король Пентаклей, и едет в дорогу. Вы у него на сердце, видите? Вы ценный, драгоценный, такой, подарок жизни, и он всегда вас на сердце держит. Вот мужчина, так, давайте, и что? Он одинок, он почувствовал, что он одинок, что он в одиночестве. И тоже, видите, он ищет путь. Ищет путь. Мужчина одинокий, ищет путь. Да, он с кем-то разговаривает. Это он с кем-то говорит о вас. Он говорит о вас. Король Пентаклей, королева Пентаклей. Так что вот... Что стучит или кто? В ваш дом ищет дорогу, король из прошлого. Он одинок. Он выбрал, раньше был, выпрыгнул и выбрал вот жизнь в свое удовольствие. И там у нас выходило, мужчина в Луне был. Не хотел. Но у него сейчас все сыпется. Но он, видите, как-то выбрал девятку кубков. Свернул с правильного пути. Сейчас он это все хочет исправить. Да, он хочет исправить это все. Так, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Кто открывает дверь? Смотрим. Кто открывает дверь? Письмо. Много будете получать сообщений. Не пропустите, одно может сообщение очень важное для вас. Много будет сообщений. Дверь открывает, тоже новость. Письма – это новость. К вам летит какая-то новость. В вашу дверь открывает новость. Какое-то сообщение. Что это? Сообщение. Опять карта корабля. Кто-то вот к вам... ждите гостей. Ждите гостей. Вот кто-то тоже, карта развилка думает, карта письмо, в ваш дом идет сообщение. Потому что кто-то стоит на развилке и думает, как это все разрешить об этой дороге. Когда кто-то вот это надумает, придет сообщение, что я вот собрался в дорогу. Или вы соберетесь в дорогу. Вот карта Солнца. Откроется какая-то новость, что кто-то к вам едет или вас приглашает куда-то. Да.
Что-то кто-то будет вам предлагать. Очень хорошие. Карта, второй раз карта Солнце, второй раз карта Корабль. Ребят, это замечательно. Вот двери открывает новость. Потому что кто-то уже об этом говорит. Кто-то об этом говорит, собирается в путь, решает это все, и вот вам откроет эту новость, что я еду к тебе, жди гостей. Мы едем к тебе, я еду к тебе. Ну, или вас пригласят, вы поедете. Ну, там уже как у кого, у всех по-разному. У всех пора. Или вас пригласят к себе. Слушай, такая ситуация, я тебя жду. Может, это будет вот как подарок к Новому году. А может, это будет карта Солнца. Это может быть через месяц. Солнце, через месяц может быть. Солнцестояние. Зимнее солнцестояние у нас 20-21 декабря, мне кажется, да? Ноябрь последний месяц у нас осени. И когда там у нас зимнее солнцестояние? Ну, вот две карты солнца. Вот может вот так в декабре это быть. Вот сейчас человек, кто-то об этом думает. Ну и, как я говорю, вот сюрприз на Новый год. Так что я здесь вижу, наверное, вы Новый год не будете одиноки, друзья. Или вас куда-то пригласят, и вы поедете. Или к вам приедут. Письмо, что хочет сказать. Но опять карта прошлого. Кто-то думает, видите, думает, узнает, как, что. Видите, кто-то стоит, вот смотрит вдаль, смотрит глобус, и вот собирается в что-то, вспоминает и собирается. Видите? В ваш дом входит мужчина, который, наконец, решился, рассматривает сейчас вот в процессе этого. В процессе этого думает над этим. Все переваривает, с кем-то общается, с кем-то говорит. Ну, и вот решает это все. И вот тройка кубков, это тоже сообщение, которое порадует. Решит и сообщит. И опять тройка с кем-то, он и два человека. Два человека над этим, над этим думают. Да, и карта правосудия, друзья. Ой, извините, правда, видите? Он сделает свой выбор, может, пойдет вот где-то в какие-то органы, вот к людям, может, делать документы нужно, может, еще что-то. Король мечей, карта правосудия, сделает свой выбор и пойдет, может, вот документы будет решать. Если не действовал, наконец начнет действовать. Да, документы, пойдет делать документы, видите? Сделает свой выбор. Король мечей, он с кем-то разговаривает это, сделает свой выбор, пойдет, может, ну где, в паспортный стол, в милицию или куда, и вот законные документы, может, паспорт. Ну, так что вот. Ну, если ждете кого-то, дай бог. А может, уже и не ждете, а вот такое будет, понимаете? Так, что сердце или кто успокоит? Что, наконец, вот ссоры, скандалы, вот какая-то негатив уходит. Ушло это. Все.
Здесь карта метла и кнут. Наконец вы поймете, что успокоит, что этого больше нет. Этого больше у вас нет. Оно уходит. Вот чернота вся, негатив, непонятка какая-то, ссоры какие-то, всегда что-то, чем-то кто-то недоволен, ну, какие-то, ну, вот такое. Метла — это ссоры, это какие-то, вот, кто-то на вас что-то говорит, наоборот, вас что-то втягивает, вас что-то, и вы, наконец, скажете: все. Вот вас порадует то, что это от вас уже отвалилось. Это от вас ушло и отвалилось. Да, это ушло и отвалилось. Видите? Это вас уже успокоит. Все. Прошлого, скандалов, ссор, сплетен, вот тех, кто портит нервы, вот те, которые всегда как-то мешают, вмешательство людей, вот это все уходит. Все. Оно умерло, оно закрыто и умерло. И вы поймете, я иду в спокойную новую жизнь. Я иду в спокойную новую жизнь. Меня она будет радовать, наполнять. Карта рыбы. Новый путь, который будет наполнять. Это свобода, видите, здесь рыбки, и здесь свободное плавание, здесь нет ограничений, здесь свежий воздух, здесь красивая вода, вот, и вы будете, здесь рыбы — это деньги, если вы молоды, это рождение ребенка, пополнение в семье тоже, это рождение ребенка, изменения, это вас порадует. Что наконец моя жизнь изменилась. У меня есть все, и я благодарна за это. Вот успокоит вас, что от вас черная полоса ушла. Новый путь красивый, светлый, эмоционально наполнен. Но кому-то будет обратка. Некоторым будет обратка. Вы будете пожинать плоды. Перемены. Ангелы-хранители возле вас. Перемены. Карта Аисты много раз уже нам выходила, и вот сейчас на окончание вышла 2 раза. Собираете плоды, пожинаете плоды, но кому-то идет обратка. Змее, которую пригрели на груди. Змее идет обраточка. Что-то вы услышите, что кому-то будет нехорошо. Нехорошо. Так. Чем сердце успокоит? У нас еще Таро. Но здесь прекрасно новый жизненный путь. Прекрасный, денежный, любимый человек, который будет вас любить, никаких тайн. Вы будете это видеть, мужчина будет растворяться в этом. Мужчина будет очень хорош. Мужчина прекрасен. Вы будете проводить хорошо время, вы будете планировать, куда поехать, вы будете, да будет так. Так, чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Союзом. Вы поймете, что вы не одни. Карта союза, 3 пентаклей. Да, это начало, конечно, новый путь жизненный, новый виток. Вас это успокоит, что вы не одни. Вы не одни. Если кто-то думал, значит так, моя судьба или еще, что я буду одна. Нет, вы не будете одни. И, наконец, ваше сердце успокоится, что союз, вы не одни.
Вы вместе будете планировать, вы вместе будете развиваться, вы вместе будете накапливать, вы вместе что-то будете придумывать, что-то новое. Вы будете видеть потом результаты. Десятка пентаклей. Да, начнется с маленького, но вы не одни уже. И вы дойдете, как я и говорю, вместе придумать, вместе идти, вместе накапливать. И десятка пентаклей. Радость. Результат. Результат. Король пентаклей. Хорошенько посидел, подумал. И вот второй раз он выходит, этот король пентаклей. Подумал, что ему нужно вот тройка пентаклей и десятка пентаклей, что ему нужен союз. Посидел, подумал и говорит, ну что я буду один? Прекрасная женщина. Я хочу с ней семью. Рыцарь жезлов, ждите, ждите вестника. Вам сердце это успокоит. Вы поймете, если вы раньше не понимали, по Луне вы поймете, вы любимый человек этого мужчины. Он вам откроется. Ты моя жизнь, ты моя судьба, ты мое солнце. Он вам по судьбе. Здесь будет брак. Да будет так. Удачи вам, друзья. Всего вам хорошего.